Европейская и Азиатская лиги чемпионов завершены, а Семен Николов готовит к выходу свою именную модель кроссовок. Сборная России уехала на сбор в Китай. Кубок Первого канала пройдет в Сербии, а Масахиро Секита пропустит Лигу наций. Все это в заключительном выпуске волейбольных новостей. Так что не забывайте про нашу договоренность. С вас лайк и подписка, а с меня свежие, честные и интересные новости со всех площадок. Все матчи предстоящей Лиги наций вы можете, как обычно, найти в моем сообществе ВКонтакте. Подписаться на него можно по ссылке в описании или через QR-код, который вы видите на экране. В США завершился национальный чемпионат, и титул чемпиона завоевал Long Beach State. В финале они обыграли действующего победителя турнира UCLA в 3 партиях. Это 4-е чемпионство в истории команды. Самым ценным игроком турнира признан болгарский связующий Семен Николов, который помимо MVP установил еще и рекорд по количеству эйсов за сезон — 104. В ближайшее время Николов обзаведется своей именной моделью кроссовок. Название VB-Rax Money. Да, впервые в истории волейбола своя игровая обувь от одного из ярчайших молодых игроков. Пока не могу раскрывать детали, но совсем скоро вы узнаете больше. Сейчас мне очень важно ваше мнение. Хотели бы вы увидеть эксклюзивный обзор на эти кроссовки? Если эта тема вызовет интерес, бренд пришлет мне пару, которые я протестирую во всех волейбольных аспектах. А в дальнейшем вас ждут розыгрыши обуви и мерча от VB-Rax среди моих подписчиков. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этой коллаборации. Мужская сборная России по волейболу сейчас проводит сбор в китайском Нинбо. Он продлится с 15 по 25 мая. Главный тренер Константин Брянский отметил, что в команду вошли те, кто находится в наилучшей форме. Из-за травм не поехали Клюка и Порошин. Также отсутствуют опытные Михайлов и Вольвич. Им дали дополнительное время на восстановление. Затем мужская и женская сборные России проведут по матчу против сборных Сербии в рамках Кубка Первого канала. 31 мая сыграют женщины, а 1 июня мужчины. Турнир проводится во 2-й раз. Первый розыгрыш прошел в августе 2024 года, и тогда в нем участвовали только российские игроки. В финале индонезийской пролиги 2025 Пресеси сотворил камбэк и обыграл Лавани, уступая по ходу матча 0-2. В символическую сборную турнира вошли 2 легионера чемпионата Марко Седлачек и Кайл Рассел, которые прибыли исключительно на финальную часть. Также был отмечен Тейлор Сандер, который после пляжного волейбола вновь пробует себя в классике. Как вы думаете, вернется ли он в топ-чемпионат? Панатинаикос стал чемпионом Греции, обыграв Олимпиакос в финальной серии в сухую 3-0. После финала вице-чемпион официально попрощался с Драгоном Травицей, который провел в клубе 3 года. Ожидается, что он присоединится к Пьяченце. Во Франции Тур завоевал свой 10-й титул, обыграв Пуатье в финальной серии до 2 побед. Турецкий Халкбанк попытался усилить состав перед финалом 4 Лиги чемпионов. В списке желаемых игроков были Кейта, Симон, Дефалко и Мар, но Европейская конфедерация волейбола не одобрила заявки на их регистрацию. Фабио Соли стал новым главным тренером Вероны. Контракт подписан на 3 года. Напомню, в прошедшем сезоне он тренировал Трентино и привел их к чемпионству. Урош Ковачевич покинул Пьяченцу, и пока его следующий клуб остается неизвестным. Также команду покинул либеро Леонардо Сканферло. Он подписал контракт с Монцей, хотя ранее слухи связывали его с Факелом. Если в прошлом выпуске мы обсуждали только слухи, то теперь официально. Иван Зайцев и Микеле Баранович в следующем сезоне будут играть за Кунео. Цветан Соколов и Лаури Керминин покинули московское «Динамо» после 5 сезонов. Соколов продолжит карьеру в турецком Халкбанке, а Керминин останется в России. Он подписал контракт с «Динамо ЛО». Георгий Хрецу возглавит Белогорье. Румынский специалист уже был ассистентом клуба, и в 2022 году он даже отклонил предложение стать главным тренером из-за политической ситуации. В минувшем сезоне он тренировал польскую «Скру». Его помощником в клубе станет Игорь Колодинский, который в возрасте 41 года все еще играл в турецкой элите. Олег Миканович станет главным тренером «Новые». Он уже 3 сезона работал в России в штабе Кузбасса, ассистируя Самойлову, Крецу и Вербову. Майка Кристенсен может завершить карьеру после Олимпиады в Лос-Анджелесе. Цитата связующего. «Я бы хотел сыграть в сборную в Лос-Анджелесе. Возможно, это будут мои последние игры. Мы с семьей уже более 12 лет проводим лето в Калифорнии. И если завершить карьеру дома, да еще и с хорошим результатом, это будет фантастика». Немецкий клуб «Берлин» объявил о расставании с центральным блокирующим Тобиасом Криком. Масахиро Секита получил травму правой лодыжки и в ближайшие дни перенесет операцию. Он точно пропустит Лигу наций, а участие в чемпионате мира остается под вопросом. Также Лигу наций пропустит и Немир Абдель-Азиз. Он решил взять паузу, восстановиться после напряженного сезона в Японии и полноценно подготовиться к чемпионату мира.
Ну что ж, подводим итоги клубного сезона и начнем с новостей Азиатской Лиги Чемпионов. Не буду врать, особого удовольствия от просмотра этого турнира я не получил. За всю неделю был только один действительно крутой матч, и, к сожалению, он не имел никакого отношения к медальным противостояниям. Обо всем по порядку. 12 команд были поделены на 4 группы, из которых по 2 коллектива проходили дальше. Как обычно бывает, более обеспеченные клубы усилились звездами, и уже на стадии групп можно было примерно предсказать, кого мы увидим в полуфиналах. Очевидными фаворитами выглядели действующие чемпионы Японии Sunbirds, а также победители регулярки Блютион. К ним добавлялся Аль Райян из Катара, основательно укомплектованный Немиром Абделазизом, Тино Урнаутом и Номори Кейта. И четвертый претендент – действующий победитель турнира Серджан, к которому вновь присоединился Эрвин Гапет. Как показала практика, удержать титул им не удалось. Все 4 фаворитов прошли из группы с первого места, но именно Серджан был в шаге от вылета уже в четвертьфинале, чудом спасаясь против Шанхая, отыграв третий сет со счета 20-24. За Брайт были заявлены Джизга и Кубиак, но польский доигровщик матч так и не начал, оставшись на скамейке. А теперь то самое сражение, ради которого стоило включать этот турнир. Полуфинал Аль Райян Sunbirds. За исключением 4-й партии, катарцы контролировали игру, а птички вытягивали концовки на характере и сыгранности. 5 жарких сетов, максимум эмоций, но в итоге победа Аль Райяна. Немир выдал безумный 40-очковый перформанс, а вместе с Урнаутом, по сути, реабилитировался за вылет в полуфинале японской лиги. И да, тут тоже был крайне спорный судейский момент, ну куда ж без него. Советую вам посмотреть этот матч, запись есть в моей группе ВК. И если кто-то сможет объяснить мне, чем провинился Алан, что большую часть матча просидел на замене, жду в комментариях. Во втором полуфинале Блютион обыграл Серджан в 4 сетах, несмотря на не самую оптимальную форму. И вот, к огромному сожалению, медальные матчи прошли именно так, как я предполагал. Sunbirds просто разнесли Серджан, несмотря на все старания Гапета. Иранцы не имели никаких шансов. Аль Райян в финале, пусть и с небольшими трудностями, но все же уверенно переиграл Блютион и завоевал золото Азиатской Лиги Чемпионов впервые в своей истории. Когда у тебя в команде 2 игрока, способных переворачивать матч в одиночку, это просто безумие. Если Немира еще можно было где-то сдержать, то Кейта в финале был просто ультимативен. Блок для него как будто не существовал, да и подача работала безукоризненно. Отдельный вопрос к Лорану Тиле. Зачем было заявлять Ацуку и Таруми, если ни один из них так и не получил нормального времени на площадке? По итогу на клубный чемпионат мира едут Аль Райян и Блютион, а Sunbirds остаются за бортом. Хотя, давайте честно, японцы точно заслужили туда попасть. Особенно печально то, что Аль Райян не сможет повторно усилиться перед клубным чемпионатом мира и вряд ли будет конкурентоспособным на фоне европейских топов. Теперь символическая сборная турнира. Поделюсь своим мнением, а вы обязательно пишите свое в комментариях. Я не знаю, чем руководствовались организаторы, но лично я буду опираться на решающие матчи. Итак, вот как она выглядит. Связующий Милош Стефанович, диагональный Немир Абделазиз, доигровщики Мигель Лопес и Ран Такахаши, центральные блокирующие Папамайи Яни и Ларри Эвбадедан, либеро Томохиро Ямамото. Ну а MVP Абделазиз. По диагональному MVP вопросов нет, Немир абсолютно это заслужил. По центрам спорно. Ларри и Концепсион, как по мне, на одном уровне. Просто Эвбадедан попал в финал, а Концепсион был ярче в полуфинале. По либеру я не могу судить по статистике, но Сулейман Сад из Аль Райяна точно заслуживает упоминания. Очень классные матчи от ветерана. Под игровщиком Ран сыграл сильный полуфинал и держал стабильный уровень в матче за 3 место. А вот по Лопезу есть вопросы. Финал провалил, был заменен. Возможно, Кейта должен был быть на его месте, но полуфинал он провел слабовато. И лично я бы отдал награду Урнауту. Он не был супер результативен, но его приемы защиты в финале сделали игру Кейты возможной. Ну и да, именно Тино эйсом завершил полуфинал. А вот позиция связующая самая спорная. Из всей 4 полуфиналистов Стефанович, по моему мнению, выглядит наименее убедительно. Ниже него разве что Эйра, который получил травму в финале и не доиграл. Мой фаворит Оя, не только за грамотную организацию атак, но и за самоотверженную игру в защите. В общем, жду ваше мнение и по символической сборной, и по турниру в целом. Очень интересно, что вы думаете. А теперь переходим к финалу 4 Европейской Лиги Чемпионов. Забавно, но среди участников не было ни одного чемпиона своей страны. Заверцы 2, Перуджа 3, Ешемский 4 клуб в Польше, а Халкбанк и вовсе занял 8 место в чемпионате Турции. Но, честно говоря, это явно не то, что нас интересовало в этот уикенд. Полуфинальную стадию открывали Перуджа и Халкбанк. Турецкий клуб, несмотря на статус андердога, дал вполне достойный бой главному фавориту турнира.
Как по мне, основной проблемой Халкбанка стало отсутствие прочного психологического стержня. Они часто уверенно начинали партии, но в концовках неизменно сыпались, в том числе и на подачах. Итог — сухая победа Перуджи и, что важно, дополнительный день отдыха перед финалом. Наверняка по-другому представлял себе этот турнир Камиль Семенюк, который мечтал поднять кубок перед польской публикой и стать MVP, но травма помешала ему выйти в старте. Следом на арену в Лодзе вышли Яшемский и Заверцы, и это было настоящее шоу. Бутрин был в заявке, но в старт не попал и еще не набрал форму. Зато на площадке появился Перри, который до этого пропускал финальную серию Плюс-лиги. Матч получился шикарным. Драма, травмы, неожиданные повороты и камбэк Заверцы с 0-2, который завершился нервным и красивым пятым сетом. Такое нужно видеть самому, не передается словами. Матч за бронзу тоже не подвел. Яшемский в 4 партиях оказался сильнее Халкбанка. Интересно, что под руководством Стойчева турецкий клуб выиграл только одну встречу за весь финальный отрезок сезона. И то на итоговом результате это никак не сказалось. Печально. А все настоящее шоу команды приберегли на финал. Да, нервы и усталость давали о себе знать, ошибок было достаточно, но те спасения в защите, безумный ралли и атмосфера — все это было на совершенно запредельном уровне. Честно скажу, это редкий случай, когда мне хотелось, чтобы выиграли обе команды. Перуджи не хватало именно этого трофея, а для Лорензетти это была первая победа в финале Лиги Чемпионов после 4 поражений. Ну и Заверцы — команда с характером и невероятной самобытностью. А подход Винярский к их тренерам мне безумно импонирует, но в итоге победителем мог быть только один. И в очередном волейбольном блокбастере им стала Перуджа. Хотя поляки и попытались снова совершить камбэк с 0-2, дожать итальянцев им не удалось. Не буду расписывать, просто посмотрите этот матч, он того стоит. Теперь символическая сборная турнира. MVP лучесвязующий Симоне Джанелли. Справедливо, в составе Перуджи было много претендентов на эту награду, но выбор в пользу капитана — логичное решение. Лучший диагональный Васим Бентара, тут и обсуждать нечего. Либеро Люк Перри. Австралиец подтвердил свою ключевую роль, было видно, как его не хватало Заверца в финале польской лиги. Игровщики Олег Плотницкий и Томаш Форнал. Здесь было много кандидатов. В вершинный список я бы добавил и Шикаву, и Рассела. Кволик был хорош, но в атаке в финале сыграл не так ярко. Центральные блокирующие Антон Брема и Матеуш Бенок. Хотя, если честно, на месте Брема я бы спокойно мог представить Августина Лоссера. Его вклад в игру Перуджи был очень весом, особенно в финале. В общем, вы, как всегда, знаете, что делать. Пишите в комментариях, согласны ли вы с этим выбором. И как вам вообще такой финал 4. Текущий формат уходит на летние каникулы, и именно сейчас ваша активность особенно важна. Ну и не забудьте оставить свое мнение про кроссовки Money от VBRax. А с вами, как всегда, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Увидимся совсем скоро. Пока.